Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. В начале апреля стало известно, что криминальные авторитеты, находящиеся в российских колониях и тюрьмах, стали массово отказываться от воровских титулов. При этом о своих решениях они заявляют не на воровской сходке, а официально уведомляют власти, посылая заявление на имя директора Федеральной службы исполнения наказания России Александра Калашникова. Сидят воры-отступники по самым разным статьям, от наркотиков до убийств, но их всех объединяет одно: каждому из них могут предъявить обвинение, еще и по антиворовской статье 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации с наказанием до 15 лет лишения свободы. О том, что сразу несколько воров в законе, находящихся в разных колониях и СИЗО России, решили отказаться от своих воровских титулов, 8 апреля сообщил телеграм-канал «Честный детектив». По данным источника канала, свои заявления на имя директора ФСИН Калашникова все воры написали самостоятельно. Речь в частности идет об Александре Окуневе, известном в криминальных кругах как «Огонек». Он обвиняется по статье 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», Уголовный кодекс Российской Федерации. Второй из отступников, Ильдар Уфимский, смотрящий за Уфой. Свой воровской титул он получил в 23 года, но потом увлекся наркотиками, из-за чего в преступном мире к нему возникло пренебрежительное отношение. Заявление главе ФСИН также направил Гаджи Ставропольский. Свой воровской титул он потерял в 2010 году по решению лидера преступного мира России Аслана Усаяна. Причиной для этого стало сотрудничество Халимбекова с правоохранительными органами. Впрочем, позже несколько грузинских криминальных лидеров все же вернули корону Халимбекову, восстановив его в статусе вора в законе. Но в этом качестве в преступном мире Гаджи Ставропольского воспринимают далеко не все. Наконец, отречься от воровского мира решил и Юрий Тишенков, некогда смотрящий за Тюменской областью. Он с 2009 года отбывает крупный срок за организацию заказного убийства. Из всех 4 воров в законе, написавших обращение к главе ФСИН, лишь Гаджи Ставропольский в последние годы оставался в тени. Остальные криминальные авторитеты периодически попадали в криминальные сводки и ленты новостей по самым разным поводам. В частности, так было и с вором в законе Огоньком. На счету Огонька на сегодняшний день 10 судимостей. С 1970-х он сидел за кражи, хулиганство, грабеж, хранение оружия и убийство. Криминального авторитета короновали в знаменитой тюрьме Владимирский Централ в 1994 году при участии таких воров, как Ривас Цицишвили, Сергей Бойцов, Александр Северов и Эдуард Асатрян. Но воровской титул Огонька его оппоненты пытаются оспорить, начиная с 2005 года. Путь к своей последней на сегодняшний день, 10-й судимости Огонек, начал в 2018 году. 14 ноября 56-летнего вора в законе задержали в Подмосковье с героином. В ходе личного досмотра у Огонька был обнаружен и изъят сверток с веществом светлого цвета. По результатам исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством, героином, массой около 4 граммов. Вскоре после задержания Огонька арестовали. На него завели дело по статье 228 «Незаконные приобретения, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», Уголовный кодекс Российской Федерации. Суд приговорил Огонька к 10 месяцам лишения свободы. А 16 августа 2019 года в подмосковном главке МВД сообщили, что криминального авторитета заподозрили по статье 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», Уголовный кодекс Российской Федерации. По версии следствия, Огонек координировал действия организованных преступных групп на территории Красногорского, Волоколамского и Солнечногорского районов Подмосковья. Кроме того, влияние вора в законе распространялось на Северный округ Москвы. Огонек, как считают в полиции, принимал участие в разделе сфер влияния криминальных группировок
и дележе преступных доходов. В настоящее время он находится в СИЗО. Не реже Огонька в криминальные хроники попадал и Ильдар Уфимский, неоднократно судимый за кражи, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также незаконный оборот наркотиков и оружия. Свой воровской титул он получил в 1993 году, отбывая очередной срок в исправительной колонии. Освободившись, он организовал свое преступное сообщество, состоящее из 5 группировок. В них входили около 100 человек. Но успешной криминальной карьере Ильдара Уфимского помешало его увлечение наркотиками, с которыми его раз за разом ловили полицейские. А недруги по той же причине лишали его воровского титула 2 раза, в 1993 и 2008 годах. В очередной раз в руках сотрудников МВД авторитет оказался 3 июля 2013 года. Его задержали на севере Москвы, причем при себе у Ильдара Уфимского оказалось 1,25 грамма героина. Но в тот раз он избежал тюрьмы. Правда, 3 года спустя криминальный авторитет все же оказался за решеткой. 21 октября 2016 года в деревне Юдино-Мытищинского района Подмосковья оперативники остановили «Мерседес» под управлением 52-летнего Ильдара Уфимского. На этот раз у него нашли почти 6 граммов все того же героина. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 228 «Незаконный оборот наркотических веществ», Уголовный кодекс Российской Федерации, и отправили его в СИЗО. В 2017 году Ильдар Уфимский получил 6 лет лишения свободы и отбывает свой срок до сих пор. Наконец, последний из четверки воров-отступников, уроженец Тюмени Юрий Тишенков, известный в криминальных кругах как Ганс. Впервые на скамью подсудимых он попал за хулиганство в 1968 году. Тогда ему было всего 16 лет. 25 июля 2000 года Ганс был коронован в Сургуте. 10 лет спустя, в декабре 2010 года, его признали виновным в организации убийства и приговорили к 12 годам лишения свободы. Срок Ганса истекает в 2021 году. Между тем, в минувшем октябре СМИ сообщали, что преступный мир Тюменской области опасается выхода на свободу вора в законе. По словам источника, криминальные авторитеты боялись, что, освободившись, Ганс может начать войну с ними. Причина этих страхов была в том, что большинство прежних конкурентов вора в законе либо за границей, либо умерли, а новое поколение российского криминала могло оказаться не готовым к противостоянию с опытным авторитетом из 90-х. Сам Ганс, в свою очередь, мог попытаться после освобождения взять контроль над частью коммерсантов или попытаться отомстить неприятелям. Однако вместо этого вор в законе неожиданно написал письмо на имя главы ФСИН Александра Калашникова и отрекся от титула, что стало для всех полной неожиданностью. Впрочем, по данным информационного агентства Prime Crime, воровской статус Ганса в преступном мире и так был под сомнением. Еще в 2008 году его раскороновали Аслан Усаян, Вячеслав Иваньков и другие влиятельные криминальные авторитеты. Так что отречение Ганса в официальном письме было скорее показательным ходом. Так что же на самом деле стоит за желанием криминальных авторитетов поскорее попрощаться со своим воровским прошлым? И не является ли это всего лишь уловкой, чтобы уйти от ответственности по антиворовской статье 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации? На эти и другие вопросы ответила главный редактор информационное агентство Prime Crime Виктория Гефтер. Чем известны криминальные авторитеты, которые написали письма об отречении от воровских титулов на имя главы ФСИН? Все эти заключенные когда-то были ворами в законе. Некоторые из них по-прежнему очень уважаемые в арестантском мире личности, но среди них нет ни одного действующего вора, который обладал бы реальной властью и влиянием в криминальном мире. А потому в заявлениях, которые они написали, просто нет смысла. Для ФСИН и силовых структур отречение действующего вора в законе очень ценно в плане его агентурной вербовки и дальнейшего использования. Такой материал с отречением скорее положат под сукно, нежели обнародуют. У сотрудников ФСИН
Много такого компромата на действующих воров в законе. А те, кого сливают в СМИ, это пустышки. Какие санкции со стороны преступного мира могут последовать за подобные отречения? Никаких санкций не последует. Если человек решил отречься от титула или завязать с преступным образом жизни, это его личное дело. Так или иначе, он должен уведомить об этом братву. Санкции могут последовать, если после отречения человек снова назовется вором в законе. Если говорить об антиворовской статье 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации, то она распространяется только на тех, кто остались ворами после принятия закона в 2019 году. Тот же Олег Мухамедшин в свое время отрекся от воровского титула заранее именно в расчете на то, что его не будут преследовать по антиворовской статье. И это сработало, дело на него так и не завели. А та четверка, что обратилась к главе ФСИН, лишилась своих воровских титулов задолго до 2019 года и вступления в силу статьи 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации. Могут ли, по вашему мнению, подобные отречения стать массовым явлением среди криминальных авторитетов? Массовым это явление не станет. Звание вора в законе в преступном мире – это честь, которая в материальном плане мало с чем может сравниться. Кто и во имя чего в здравом уме откажется от нее, чтобы превратиться в мужика-обывателя или коммерсанта-домохозяина? Воры – это люди изначально совсем иной закваски. Пытаются ли воры в законе как-то обхитрить правоохранительные органы, чтобы сохранить при себе титул, но при этом выглядеть не ворами в глазах следователей? Конечно, воры в законе, особенно находящиеся за решеткой, даже не по статье 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации, идут на всякие ухищрения. Но они не отрекаются, а просто не объявляют себя ворами. На их сленге это называется сухариться, так воры делали еще во времена Хрущева. При этом все вокруг, кого это касается, знают, кто перед ними, вор или не вор. Ведь в воровском мире о человеке говорят не слова, а поступки. Например, Давид Панчвидзе, когда его спросили оперативники, вором не назвался, но в СИЗО спокойно попросил, чтобы к нему в камеру подсадили кого-нибудь, кто бы за него убирался. Сегодня в воровском мире действует запрет на новые коронации, введенный еще лидером преступного мира России Шакра Молодой. Будет ли он сохраняться и дальше, учитывая, что некоторые воры все же пытаются расстаться со своими титулами из-за статьи 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации? В периоды кризиса всегда присутствует естественный отсев. Отщепенцы были, есть и будут. Это следствие их личной деградации. А мораторий на коронации – это нечто вроде диеты, лечебного голодания, чтобы помочь организму очиститься от шлаков и оздоровиться после нескольких лет невоздержанности. Воры в законе сами регулируют численность своих рядов, и на данный момент их не так уж мало, чтобы опасаться их полного исчезновения. В Грузии, где антиворовская статья была введена, еще в 2005 году за все время от титула отказался всего один вор в законе, причем далеко не самый видный и в самом начале репрессий. Зато на фоне этих притеснений во времена Саакашвили из тех, кто терпел лишения ради воровской идеи, потом вышли десятки новых воров в законе. Фактически гонениями на воров грузинские власти получили прямо обратный эффект, да еще и заполонили ими половину Европы. Означает ли это, что принятие статьи 210.1 никак не повлияет на желание криминальных авторитетов получать воровские титулы и принимать сопутствующие им риски? Даже до введения статьи 210.1 любой неофит понимал риск возможной командировки и был к этому готов. Это издержки обладания воровским титулом, к которому так стремятся кандидаты в воры. Если же говорить о тех людях, которые получают титулы не за деньги, а за заслуги, то они просто не видят себя никем, кроме как ворами. Идейные воры в законе – это фанатики, и в этом их сила.